Так, ну в общем, вы уже слышали, что я в электричке. Сегодня пятница. По плану было часам к 4 поехать на речной вокзал получить стартовые пакеты, но планы пошли немножко не так. В итоге мы договорились 6:30, 6:40 с Колей встретиться на Каланчевской, потому что у меня электричка в 6 часов. И, собственно, после получения стартовых пакетов я думала, что, возможно, вечером сделаю тренировку, но, походу, я ее уже сделала, потому что, засидевшись за монтажом стартового как раз выпуска с триатлона Андрея, я поздно вышла из дома. И шла в очень быстром темпе, и бежала несколько раз. Еще не смотрела по часам сколько раз, но, не знаю, мне кажется, треть точно этой прогулки была в зоне МПК, так что уже явно никаких тренировок на сегодня. Все, с меня хватит. Причем, несмотря на то, что мне нужен, по идее, последний вагон, как раз с той стороны, где я заходила. Следующая станция Тройка. Но я прошла всю электричку до первого вагона, просто тупо, чтобы восстановить дыхание, потому что это было вообще невозможно. А еще самое обидное было, что если бы я на нее опоздала, это могло бы случиться потому, что самый крайний вагон с той стороны, крайняя дверь, точнее, крайнего вагона просто была закрыта, не открывалась. То есть нужно было еще целый вагон пробежать. Но все нормально. Там сегодня до 9 выдача стартовых пакетов, так что в любом случае успеваем. Так, ну мы зарегистрировались. Вон Коля общается со своей коллегой по волонтерству. Правда, тройка уже не осталась. Ну, ладно. В общем, сегодня день забега. Вчера вечером не было ни настроения, ни сил. Не то чтобы я думала, чтобы все-таки не побежать, потому что, учитывая происходящий в жизни звездец, надо отвлекаться, и вообще не факт, что что-то такое еще будет часто приключаться или вообще будет. Так что скорее просто думала, что поеду без настроения. Еще и ячмень на правом глазу выскочил. И ништяки от Андрея не успевают доставить. И погоду показывала, что сегодня будет дождь и вообще холодно, но я думаю, видно и по цвету очков, что тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, солнышко. Ну, как переменная облачность, тепло. Хоть я и в куртке, но вот она уже чуть-чуть расстегнута. Так что, возможно, все-таки не придется крепить номер тейпом на куртку. Но из-за того, что посылка не успевает приехать, придется крепить его все-таки булавками, а не магнитными держателями, которые в этой посылке в том числе должны были быть. Ну, точнее, они и есть, просто если сегодня, то курьер, я ему звонила, сказал, что во второй половине дня сможет. Во второй половине дня меня уже не будет, потому что в 16 часов старт. Встретиться с Колей мы договорились в 15:15. То есть выезжать я буду где-то в час. Ну, в час с копейками, возможно. Ну ничего. Главное, что появилось настроение и погода улучшилась. Это хорошо. Но, скорее всего, придется не в моей розовой синтетической беговой майке бежать, а брать какую-то хэбэшную футболку, чтобы не бояться ее испортить булавками для стартового номера. Вот так. Так, ну, в общем, по плану было выйти в час. Яндекс показал, что ехать 1:20 где-то, поэтому я решила, что выйду в 2. В итоге 2:30 я только выхожу, но на забег я в любом случае успеваю. Просто с Колей мы договаривались встретиться в 15:15, но, кажется, к этому времени я уже не успею. А еще вот эта каша овсяная, потому что я не успела пообедать дома, засидевшись за монтажом влога со второй пробежки. Как-то так. Ну, в общем, так как я поздно вышла из дома, я почти опоздала на старт, но я сразу понимала, что людей будет дофига, и где-нибудь в конце мы успеем стартовать. Но проблема в том, что когда я выходила из метро, мне начало сводить на левой ноге вот эту вот паховую мышцу дико. И пока я ходила сдавать вещи в камеру хранения, ее стало сводить еще больше. Я ее вроде размяла,
И мы даже успели на старт. Я думала, правда, что я еще там успею что-нибудь записать, но не успела. Первые метров 200 я пробежала. Потом уже перешла на шаг. А Коль такой: ты что, все? Я говорю: ну да. Он говорит: ну я тогда убегаю. Я, конечно, немножко расстроилась, но сказала: убегай тогда. Но радуюсь, что я не одна тут такая пешеход. А еще там где-то впереди, ну сейчас уже не буду показывать, не увидите, но были двое ребят, не знаю, пакистанцы или индусы, в футболках ВФМ. Вот, это прикольно. Собственно, вот где-то тут мы в центре Москвы. На той стороне вон уже люди на финиш бегут. У нас разворот около Арбата. Вот так. Так, ну, в общем-то, мы приближаемся уже к развороту. Вон там столб километровый. Я так подозреваю, что у нас отметка, а разворот, в смысле, будет на 1,5 километрах. Я пока что-то не хочу снова начинать бежать. Ближе к развороту побегу. А вон и ребята в ФМовских футболках. Полагаю, что Коля уже где-то на той стороне бежит. Ладно, надо иметь совесть и все-таки хоть немножко пробежаться, а не всю дистанцию пешком пройти. Колю пока не вижу. То ли он втопил и убежал, то ли он не сильно далеко убежал. А, вот, я его вижу. Ща. Не знаю, было видно его или нет. Попыталась, чтобы было. Уже почти разворот. Хочу хотя бы до разворота пробежать. Он все не приближается и не приближается, зараза. Вон Лотте Плаза, где Никеля жили в 2012 году. И на Фифе всякие функционеры спортивные. Собственно, около этого отеля я тогда дождалась таки Касилиса и Пуйоля. Так что немножко подбадривает. Вон у волонтера хлопают. Это тоже приятненько. Но чувствую, что скоро опять пешком пойду. Примерно сейчас. Ух. На той стороне вон девчонки, черлидерши танцуют. Правда, за забором их не особо видно. Но просто поверьте, что они там есть, и они танцуют. Блин, там сейчас, не знаю, видно или нет, стояли два мужика. И один из них там хлопал, подбадривал, такие типа: давайте, давайте, финальный спринт, надо ускориться, вы преодолели себя. И вот у меня сейчас, мне кажется, было такое же чувство, как у тех людей, которых мы с Сашей на велоэтапе поддерживали. Типа: кто ты, почему ты мне кричишь? Блин. Ни один, зараза, фотограф не сфоткал, блин. Дорогие знакомые с детства, ух ты, посмотрите, какой котик. Это же леопард, он же в красной книге. Будьте к нему максимально заботливы. И что, друзья, самое время сейчас устроить open air дискотеку. Выбрали самое большое, значит, сейчас вау. Мы уже готовим к концерту группы «Дома культура». Прямо сейчас я и многократный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Андрей Луков встречаем наших красавчиков. Да, друзья, возможно, именно мы сегодня навсегда занесем свои имена в историю.
Короче, тщетно я надеялась на то, что если Коля бежал быстрее, то он будет ждать меня на финише и снимет видео. Хрена с два. Не то, что видео не сняла, я вообще не знаю, где он, но зато я тут обнаружила очередь к фотографу. У меня будет хоть одна фоточка, ура! А Коля какашка. Кстати, на удивление, но в Mi-фитнесе трек записался адекватно, даже без каких-либо прямых линий. Правда, почему-то 2,5 километра вместо 3. Ну, видимо, потому что вначале у меня никак не хотела запускаться тренировка. Но все равно я рада, что записался хотя бы адекватно трек. Хотя посмотрим, как это экспортнется, потому что когда мы забирали стартовые номера в Mi-фитнесе, он записался нормально, а при экспорте там была как раз прямая. Так что еще не вечер. Господи, спасибо Чижику за колу и сухарики. Это потрясающе. Все. Что мы установили сегодня исторический рекорд. Владимир, ну и от вас. Мы, конечно же, с радостью хотим... Мне кажется, уже ничего не видно на телефоне. Ну, короче, там летит золотая пыль, потому что установили какой-то там рекорд. Указ Владимира Владимировича у нас был привлечь к спорту к 2030 году. Что несут они нам во сне. Эти твои самолеты, я верно там внизу. Белые породы, что там на хвосте тебе принесут. Эти самолеты, слышишь, это твои самолеты. Блин, телефон тупит жутчайше. Мог бы быть такой офигенный кадр. Сейчас вот уже даже сзади не видно. Ну, короче, вот тут вот ехали сначала полицейская машина, потом вслед за ней 4, что ли, поливалки. То есть готовят к открытию снова дорогу. Но пока телефон переключился с фото на видео, с той камеры на другую, уже все кончилось. Решила дойти пешочком до Смоленской и там сесть, чтобы без пересадок. Так, ну короче, я безумно хочу спать. Надеюсь, за очками этого не видно. Надо уже просто дорассказать про эту гонку и выложить видос, а то скоро уже еще один забег. В общем, я вроде говорила, что когда я выходила из метро, у меня дико начало сводить, не знаю, что это за мышца, короче, в районе паха. Я не успела размяться, когда мы пришли в стартовый кластер. Там еще была куча народу, я думала, что будут как-то пачками стартовать. Но первая пачка стартовала, когда мы еще шли туда, а во второй уже стартовали мы, поэтому не размяться, ничего подснять не успела. Первые метров 200-250 я пробежала, и Коля где-то там не особо далеко был, хотя он все пытался рваться вперед, говорил, что мы не уложимся в тайминг, давай типа быстрее. Я говорю, мы как гости зарегистрированы, там было 2 формата участия, участники забега и гости забега. У участников были чипы с хронометражом и лимиты времени, а у гостей не было. Я Коле 10 раз говорила, но он все равно такой весь на кипише, давай. Вот, и метров через 200-250 я уже начала переходить на шаг, он такой, типа, что, все? Я говорю, ну да. Он говорит, ну я побежал, я говорю, ну, типа, в смысле? Он говорит, ну если я сейчас остановлюсь, там ля-ля-ля, у меня все забьется, и, короче, убежал. Я, естественно, расстроилась, особенно когда видела, как другие, кто там, друзья, подруги бежали, если кто-то замедлялся или останавливался, они друг друга ждали. Либо просто ждали, либо там вокруг человека бегали, а он просто учесал вперед. Ближе где-то к развороту мы там с ним пересеклись. Не знаю, видно было на телефоне или нет. Вот. Во время всей гонки я истово старалась, чтобы меня хоть один фотограф сфоткал, но нет. Я перестраивалась специально из левого в правого ряда, где они там стояли. Но когда я пробегала мимо, они просто стояли, фотики на пузе, ничего не делали и не фоткали. Поэтому надеюсь, что хотя бы фотку, которую после финиша я делала, в очереди стоя, я найду, хотя тоже не факт.
Ну вот, и я когда уже к финишу подбегала, то есть, ну, до того, как начать забег, я Коле говорила, что из этих 3 километров я пробегу, дай бог, один, и то, ну, как бы, не разом. Вот, и когда я подбегала уже к финишу именно бегом, я думаю, ну ладно, есть плюс в том, что Коля убежал вперед, он хотя бы дождется меня на финише и, наверное, снимет видео или сфоткает. Ага, хрена с два. Не было его там. Ну, точнее, как? Когда я туда подходила и брала медаль, потому что почему-то волонтеры, ну, точнее, не волонтеры, а сотрудники, не вешали их, а просто в руку, типа, давали. Я его не видела. Потом я стояла около забора, около сцены, уже почти все финишировали, трешники, уже пятерочники начали, ну, готовиться к забегу. И его все еще не было. И только потом, когда я встала в очередь на фото, он шел как раз со стороны финиша и сказал, что все это время стоял там. Я не знаю, как можно было не заметить почти 2-метрового Колю. Вот, в общем, так. То есть вот это вот, ну, мышца, которую свело, конечно, доставляла дискомфорт, но в целом не супер сильно во время именно самого забега болело больше. Меня беспокоило то, что практически сразу, когда я надела кроссы и носки, у меня на левой ноге, на переходе вот от горизонтальной плоскости пятки к вертикальной, то есть вот где-то на вот этом вот закруглении, какой-то дискомфорт начался. Причем я не знаю почему, потому что, ну, на тренировках до этого я бегала в носках той же самой серии, то есть у меня 3 пары носков из одного набора, они типа спортивные, не то чтобы компрессионные, но в районе свода стопы и чуть выше голеностопного вот этого вот суставчика. Там есть какие-то там, ну, типа резиночки специальные или что-то, которые вроде как дают легкую компрессию, но в целом они не компрессионные. Ну вот, и как бы на тренировках я в таких же носках бегала, и тут я такие же надела, но то ли сама пара что-то с ней было, то ли, не знаю, может из-за того, что спешила. Я перешнуровалась несколько раз там в метро, но практически сразу вот этот был дискомфорт, и все время он был, и когда я пришла домой, сняла носки там, ну не то чтобы мозоль была, но такое покраснение неприятное, и, ну, ощущения были неприятные. Я очень сильно надеюсь, что это была разовая акция, потому что если дальше так будет всегда, то есть, получается, ну, я в этих кроссах провела практически целый день. В 14:30 я вышла из дома в них, и, ну, наверное, около 8 вечера, или не помню, или 9-10. Ну, короче, до позднего вечера я в них была. То есть, если как бы и дальше так будет, то это капец. Потому что как бы кроссы не дешевые, и если мне в них не будет комфортно, то это фиаско. Вот. Медалька нормальная, только там не указаны дистанции, поэтому можно сказать, что я пробежала 16 километров. Ну, естественно, я этого говорить не буду. Что еще? Концерт прикольный, вот был, только прежде чем он начался, мы отстояли несколько очередей к разным фототочкам. Вот, Чижик. Спасибо огромное Чижику, потому что на финише выдавали только простую воду, а вот в шатре Чижика можно было взять колу, тархун, правда, он какой-то слишком сладкий, мало травянистый и бледный был. Дюшес, по-моему, вот дюшес вкусный. И сухарики с холодцом и хреном, все это бесплатно, и это было прям очень в тему. Потом я зашла на сайт в поисках фоток, их пока еще не выложили, но, наверное, к моменту, как видос закончу, выложат. И увидела, что там еще должны были быть какие-то розыгрыши от Альфа-банка, но их не было, когда мы финишировали, они уже сматывались. И якобы девушкам должны были давать какие-то там то ли гели, то ли батончики энергетические от Girl Power, этого тоже не было. То есть, возможно, это было только для утренних забегов на 10 и на 16, не знаю. В целом, у меня Андрей спросил, типа, ну что, как прошло? Ну, как-то. Я, конечно, рада, что прошло, что я сбегала. Но такой радости от преодоления, как было на там, Сергиевом путем или вот это вот навстречу друг другу на ВФМ, нету. И радости от того, что как бы легко и спокойно все прошло, тоже нету, потому что нифига не спокойно все прошло. Но прошло, и слава богу, как говорится. Как-то так.